Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов под названием «Дальнобойщики», где мы с вами рассматриваем различные сидельные тягачи в масштабе 1 к 43. Герой сегодняшнего видеоролика Iveco Stralis 480 от производителя Eligor. Это довольно старая модель, в черном цвете она уже снята с производства, хотя похожий Iveco у Eligor выпускается и по сегодняшний день, правда в других схемах окраски. И у данного бренда модели продаются как поодиночке, сидельные тягачи, полуприцепы, так вы можете взять набор, состоящий из грузовика и прицепа, подходящего к нему. И модели из наборов в основном поставляются в специфичной схеме окраски логистических компаний. Не всегда визуально подобная окраска мне нравится, поэтому в свою коллекцию я покупаю как одиночки грузовики, так и наборы, если у них очень симпатичная окраска. И вы в комментариях можете написать, а какие грузовики от производителя Eligor есть в ваших коллекциях. У меня в коллекции порядка 25 разнообразных машин. Это и полуприцепы, на которые я делал видеообзоры, и отдельно сидельные тягачи. Есть пару американских грузовиков, правда они у Eligor встречаются в продаже очень редко, и в основном такие грузовики заказывают определенные интернет-магазины. И они находятся на территории Соединенных Штатов, поэтому покупать их в Европе довольно проблематично. Это и очень дорогая доставка, и растаможка. И я вам для сравнения приготовил одну модель от производителя Startscale Models. Мы как раз можем посмотреть, как отличаются два грузовика в плане проработки, потому что у них примерно одинаковая конечная стоимость. И, на мой взгляд, продукция SSM чуть лучше, чем продукция Eligor. Но, опять же, у Eligor такие грузовики, которые больше никто не выпускает в 43-м масштабе. И если посмотреть на Iveco в 43-м масштабе, то их выпускают, например, XO Models. Также есть некоторые модели, выходившие в рамках журнальных серий. Есть модели от производителя Old Cars. Правда, у них в ассортименте представлены более старые автомобили. Ну и, естественно, у Eligor довольно много различных модификаций этого грузовика. И модели поставляются в довольно компактной белой коробочке. На нижней стороне есть различная информация, которая касается данного производителя. Указан их официальный сайт, также указан масштаб. И здесь не написано, где изготовляются эти масштабные модели, но, скорее всего, их делают в Китае. И у меня коробочка немножко повредилась при пересылке, но это не так страшно, потому что сама модель без видимых дефектов. Также модель страхуется пенопластовым коробом. И здесь отдельно идут зеркала заднего вида. При желании вы можете их установить самостоятельно, а можете оставить в пакетике. Свои модели я храню в коробочках, поэтому зеркала у меня тоже лежат в отдельных пакетах. И с одной стороны такой вариант удобнее, потому что когда вынимаешь модель из ее упаковки, снижается вероятность повреждения хрупких мелких пластиковых деталей. Модель довольно тяжелая, потому что у нее металлическая кабина и металлическая рама, а навесные детали сделаны из пластика. И по уровню проработки это не самый лучший грузовик у Eligor, и также в плане дизайна этот грузовик мне нравится меньше, чем, например, техника Volvo, DAF или Scania. Но опять же, для разнообразия в коллекции такую модель стоит иметь. Обычный черный цвет, и также здесь на правом колесе остались следы от пенопласта. Это довольно частое явление у модели Eligor. Видимо, покрышки выделяют пластификатор, и он въедается в пенопластовую форму. У грузовика также откидывается кабина, но я пробовал ее откидывать. Она поднимается не на очень большой угол, поэтому сложно рассмотреть подкапотное пространство. Присутствуют перекидки, также бак для дополнительной жидкости, топливные баки, запаска, седло, башмачки желтого цвета. Вполне хорошо сделаны задние фонари, есть серебристые ресиверы, вы можете посмотреть. Также на задних покрышках остались следы от пенопласта, и скорее всего покрышки я заменю на аналог от Maestro Models. У них есть подходящая резина под европейские сидельные тягачи, и нужно будет сделать небольшую подложку из фольги, чтобы исключить вот такое оплавление пенопласта.
Аэродинамические щитки из пластика, на них оранжевой краской нарисовали габаритные огни, также присутствует надпись Iveco. Салон здесь тоже окрашен, но его сложно рассмотреть, потому что он темный и сливается с внутренней стенкой кабины. При желании можно разобрать кабину, окрасить стенки, но опять же это лишняя возня, и свою модель я оставлю в первозданном виде. Можно посмотреть, как сделана нижняя часть. Написан производитель Иллигор. Карданный вал. Один из плюсов в том, что здесь нету крепежных отверстий на подвеске, и я предпочитаю модели, которые без дополнительных элементов, которых не было на настоящем автомобиле. И могу вам показать пару полуприцепов от этого же бренда, которые можно сцепить с данным сидельным тягачом. Например, самосвальный полуприцеп Frühauf. Это полностью металлическая модель. Подъемный механизм, откидывается задний борт. И это довольно редкая модель. В основном у Иллигора продаются трехосные полуприцепы, а здесь две оси, и вместо третьей оси кронштейн под запасное колесо. Получается довольно симпатичная сцепка. И, кстати, черная кабина подходит под белый кузов полуприцепа. И могу вам показать еще один полуприцеп, только классический, шторка, тоже в белом цвете. Эту модель я покупал отдельно от сидельного тягача, и их в основном продают за 70 евро. Если вы покупаете модель в наборе, то она обходится намного дешевле. И обычно наборы продают за 100-115 евро, а по отдельности грузовики тоже продаются за 70-80 евро. У полуприцепа металлическое днище, также металлическая рама. На эти полуприцепы я делал видеообзоры, поэтому особо заострять внимание на них мы сегодня не будем. И получается тоже довольно симпатичный автопоезд. Можно при желании наклеить какие-то декали, но опять же, если вы хотите раскрашенный грузовик, проще взять модель в наборе. Там попадаются довольно интересные схемы окраски, но не всегда. И если у вас будет интерес, я вам покажу довольно симпатичную Scania с полуприцепом, которая есть в моей коллекции. И там одна логистическая компания французская, если не изменяет память, называется Sauron. И очень симпатичная окраска у сидельного тягача. И давайте покажу вам модель от SSM. Это MAZ 6430. Трехосный. У меня нету двухосника от SSM, поэтому модель от Автоистории решил сегодня вам не демонстрировать. И у этого грузовика тоже поднимается кабина. Отлично проработано подкапотное пространство. Доработок на этом сидельном тягаче я не делал. Единственное, зачернил отверстие на задних колпаках и поставил покрышки от Maestro Models. А так это вполне удачная масштабная модель. И, кстати, очень хороший вариант в коробочке от Автоистории. Он не сильно отличается в плане детализации от этого более дорогостоящего аналога. Только у Автоистории не идет прозрачного дисплей-кейса, и дворники не из фототравления, а из пластика черного цвета. И, по-моему, модель от Автоистории была с кабиной зеленого цвета, а здесь вот такой яркий, пестрый, красный вариант. И вы можете посмотреть, как грузовички будут смотреться, стоя рядышком друг с другом. В принципе, можно сделать целый автопарк грузовиков, и у меня в группе ВКонтакте участники сообщества демонстрируют свои модели, правда, большая их часть в 50-м масштабе, тоже очень красивые грузовики. Спасибо вам за то, что вы выкладываете такие интересные фотографии, и многие модели я увидел впервые, потому что особо не интересуюсь 50-м масштабом, и основное направление в моей коллекции это именно масштаб 1 к 43, хотя встречаются тоже и различные
различные исключения. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о данном грузовом автомобиле от производителя Eligor. Понравилась ли вам данная масштабная модель? Поддержите видеоролик лайком. Также подпишитесь на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Можете нажать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео. И можете подписаться на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. Пока-пока.